Игровые действия можно разделить на две категории – игровые приемы и силовые приемы. С игровыми приемами мы уже познакомились ранее, давайте еще раз повторим, что разрешено. Схватить мяч руками, когда он оказался в воздухе после касания от игрока. Пинать мяч ногами, когда он коснулся в воздухе. Делать передачу мяча в любую сторону и неограниченное количество раз. Неограниченное время владения мяча, когда игрок находится в стойке. Нахождение в любой точке игрового поля после свистка судьи. К запрещенным игровым приемам относятся комбинация рука-нога в рамках одного игрока, играть за границами игрового поля, схватить мяч в руки, когда он касается земли или отскочил от земли, осуществлять игровые действия до свистка судьи, умышленно затягивать время ввода мяча в игру и общее время схватки, повторно перемещать мяч после использования права переноса. И еще один запрет, о котором я раньше не упоминал. Запрещено играть лежа в свободный мяч. Свободный мяч – это мяч, который не находится в руках у игрока и не является мертвым. Какие силовые приемы разрешены в киле? Первое, что нужно знать, это разрешенная зона атаки. Она начинается от ступней и заканчивается дельтовидными мышцами. Неприкасаемыми зонами остаются зоны гениталий и все, что выше плеч – трапеции, шея, голова. Какие силовые приемы разрешены? Первое. Разрешено бороться за мяч. Отнимать мяч у игрока, перехватывать мяч. При этом нельзя бить по мячу ногой, если мяч находится в руках у игрока. Это считается опасной атакой. Второе. Руками и корпусом разрешено толкать и отталкивать соперника. Но в этом правиле есть исключение. Нельзя толкать в спину. Толчком в спину считается любой толчок корпусом или руками, если атакующий игрок находится за осью плеч атакуемого. Со стороны спины разрешены только захваты за плечи, за поясницу, за ноги. А также толчок руками должен производиться только открытой ладонью. Любой другой толчок, например, кулаком, предплечьем, локтем, будет расцениваться как удар, что уже является нарушением. Третье. Разрешены захваты за любые части тела в разрешенной зоне атаки. Четвертое. Разрешено удерживать или блокировать соперника без ограничений по времени, если оба игрока находятся в стойке. Пятое. Разрешено сваливать игрока. Это когда игрок падает на землю без отрыва ног от земли. Шестое. Разрешены отбрасывания. Это когда игрока сначала захватывают, а потом производят резкое движение в сторону. При этом падать вместе с игроком не обязательно, то есть сопровождать его не нужно. Седьмое. Разрешены низкоамплитудные броски. Какие силовые приемы запрещены? Первое. Запрещены любые удары по игроку. Второе. Запрещены толчки в спину руками или корпусом. Третье. Запрещено бить по мячу ногой, если мяч находится в руках у игрока. Четвертое. Запрещены броски со средней и высокой амплитудой. Пятое. Запрещены подножки, зацепы, подсечки. Шестое. Запрещены болевые приемы. Седьмое. Запрещены удушающие приемы. Восьмое. Запрещено удерживать или блокировать игрока с помощью захватов за одежду. По части силовых приемов нужно запомнить всего два принципа. Первое. В киле нет разделения на игроков с мячом и игроков без мяча. Все силовые приемы можно применять по отношению к любому игроку на поле. И второе. Касаемо силовых приемов действует тот же принцип разделения на два уровня. Игрок находится в стойке или игрок находится на земле. В зависимости от положения игроку разрешены разные наборы силовых приемов. И если с первым принципом все понятно, то со вторым давайте подробно разберемся. Что значит игрок находится в стойке? Это когда игрок стоит одной или двумя ногами на земле и не касается земли другими частями тела.
Что значит игрок находится на земле? Это когда игрок касается земли любой частью тела, помимо ступни или ступней. То есть игрок занимает положение на земле не только когда лежит на земле, но и когда касается земли коленом или рукой. Чем отличаются между собой наборы разрешенных и запрещенных силовых приемов для игрока в стойке и игрока на земле? Первое. Борьба в стойке, захваты игрока, удержание, толчки, борьба за мяч не ограничена по времени. А вот борьба на земле ограничена 3 секундами. По истечении 3 секунд игроки обязаны прекратить борьбу и, не препятствуя друг другу, встать в стойку. Здесь же вспомните про правило мертвого мяча, там тоже 3 секунды. И второе. Игроку в стойке разрешено атаковать игрока на земле, но не более 3 секунд. А вот игроку на земле запрещено атаковать стоящего игрока. Это называется атака с земли и является нарушением. Таким образом, у игрока в стойке есть преимущество по отношению к игроку на земле. Можно атаковать любого и бороться в стойке без ограничений по времени. А вот игрок на земле может атаковать только игрока на земле и не более 3 секунд. Отдельным блоком идут дисциплинарные нарушения. К дисциплинарным нарушениям относятся матерная брань на поле, самосуд, нанесение ответного удара. Даже если противник нарушает правила, игрок не должен совершать какие-либо ответные действия, опасные для соперника. И неспортивное и противоречащее нормам морали и спортивному духу соревнования, поведение и поступки в игровом пространстве. Матерная брань – самое распространенное нарушение. Нарушением считается громкая, акцентированная или адресная брань. Мы уверены, что дозволение себе выражаться матом приводит к расхолаживанию спортсмена и негативно влияет на его собранность и хладнокровие, что впоследствии может привести к получению или нанесению различных травм. Так как это дисциплинарное нарушение, фиксация матерной брани не является поводом останавливать игру и наказывается отложенным штрафом. То же самое относится и к самосуду и поведению, противоречащее нормам морали. Килла несет в себе определенные ценности и играет значимую воспитательную роль. Поэтому мы считаем, что любой человек, надевший килловку и заступивший на игровое пространство, обязан соблюдать определенный ряд правил и норм и уважать наши ценности.